Здравствуйте, друзья! А, Это канал «Когда болеет близкий дневник мамы». А, Я его создательница и ведущая Екатерина Вароде. И сегодня это такое вводное видео канала, где я просто рассказываю о том, кто я такая и почему я этот канал создала. Как я сказала, меня зовут Екатерина Вароде, я живу в Будапеште, уже очень давно живу. И у меня муж венгр, и дети родились уже здесь. То есть я живу в Будапеште с 1990 года, то есть уже 26 лет. 36 лет, извините, сейчас 2026 год на дворе у нас. Я хорошо знаю венгерский, потому что я в МГУ в Москве закончила филфак по специальности венгерский и немецкий язык и литература. Собственно, именно поэтому я вышла замуж за своего мужа неожиданно совершенно. И вот у нас родилось здесь двое сыновей, старший Александр и младший Иван. Младший Иван 2,5 года назад заболел и, к сожалению, отошел ко Господу вот сейчас, 1 мая. И я уже веду отдельный канал, который называется «После смерти сына. Дневник мамы», где я пытаюсь помочь тем людям, которые потеряли детей, потому что я рассказываю о том, через что я прохожу и как я с этим справляюсь. И я надеюсь, что это кому-то поможет, и я понимаю по отзывам, что это помогает. Но у меня есть очень много наработок и очень много информации, которую мы получили в то время, когда мы Ваню лечили. Потому что Ваня боролся с болезнью вот практически 2 года. Боролся сначала в Венгрии, частично в Швейцарии, потом в Германии. И вот именно в Германии он ушел. И мне кажется, что эта информация будет очень полезна не только родителям, у которых болеют дети, но также всем, у кого болеют близкие. И мне кажется, очень многое в этой информации не привязано к стране. Хотя, безусловно, будут выпуски, в которых я буду рассказывать о Венгрии, в которых я буду рассказывать о Германии, буду, наверное, сравнивать. Это все родится по ходу дела, там будет несколько плейлистов тематических. Но на самом деле тема вообще больницы, тема врачей, тема диагностики, тема того, как себя должны вести близкие, это такая тема важная очень, мне кажется, если не решающая в течение любой болезни. И когда мы начали вот это лечение, мы были абсолютно не в курсе дела. То есть вообще не в курсе дела. У нас в семье не было никогда никаких тяжело больных, не было раковых больных. Все бабушки с дедушкой, у нас один дедушка умер, вот дедушка моих детей, то есть мой свекор умер, но он умер за 2 минуты, то есть просто упал, и инфаркт. Вторая бабушка жива, мои родители живы, маме 81, папе 87. То есть у нас не было близкого опыта болезни, тяжелой болезни никого из близких. И мы начинали вот абсолютно с самого нуля и пробивали себе вот этот путь своими действиями, своими знаниями и приобретали на этом пути очень много опыта, который, как мне кажется, вам пригодится. О чем я буду здесь рассказывать не в этом видео. Сегодняшнее видео это просто вводное. Во-первых, я сразу могу сказать, что вот конкретно этот канал будет даваться мне очень тяжело, потому что я уже поняла, что после смерти Вани, несмотря на то, что, конечно, я, как любая мать, безумно страдаю и горюю, но мне на самом деле после смерти Вани стало легче, чем было во время его болезни, потому что во время болезни меня мучили жуткие страхи. Это был просто какой-то ад в этом плане, потому что нам с самого начала болезни Вани ставили страшные диагнозы, потом они не подтверждались, потом нам опять ставили страшные диагнозы. И очень много в этой болезни было непонятного, страшного, там кровотечения, открытые раны. И хлебнули мы, конечно, по полной программе всего: и больницы, и скорых помощей, и реанимации, и чего угодно. Поэтому вспоминать об этом мне будет конкретно тяжело, и я действительно делаю это исключительно для того, чтобы помочь другим, потому что мне кажется, во-первых, это правильно, во-вторых, мне кажется, Ваня бы это одобрил. И для меня очень важно, я в какой-то степени пытаюсь облегчить себе горе
именно тем, что я делаю добро другим. Потому что, когда Ваня умер, мне одна из наших девочек подарила, из девочек, кто работает у меня галерея художественная в Будапеште, она написала мне, что у тебя такая боль, потому что а, эта боль предназначалась для Вани, а сейчас тебе больше некому ее передать. И вот это, извините, это не боль предназначалась Ване, в тебе живет любовь, которая предназначалась Ване. Не только Ване, понятное дело, там и Саша, другой сын, и муж, и родители мои, собака, и все родственники, это понятно. Но была отдельно конкретная вот любовь, предназначавшаяся Ване. И эту любовь тебе сейчас некуда девать, и она жжет тебя изнутри. И у тебя единственный выход — начинать эту любовь давать окружающим. И я начала это делать, и это действительно мне помогает. Я уже вижу по другому каналу, по той деятельности, которую я веду. И поэтому я буду это делать, несмотря на то, что морально, эмоционально мне очень тяжело возвращаться в это время, потому что всегда человек задается мыслью, а вдруг ты что-то упустил, а вдруг можно было сделать по-другому. Хотя, честно вам говоря, я не могу найти ошибок никаких своих, намеренных или ненамеренных. Мне кажется, что даже если мы чего-то упустили в начале, результат был бы тот же, просто болезнь у него была в таком месте, это крестец, область крестца, с которой очень сложно что-то сделать. Но те знания, которые мы получили, они, естественно, относятся не только к крестцу, а в принципе к тому, как себя вести людям, у которых близкие болеют, как работать с врачами, как проверять диагнозы, как разбираться в болезнях и так далее и тому подобное, какие витамины подбирать и как подбирать рацион. Потому что, к сожалению, очень часто, мне кажется, во всех странах оказывается, что спасение утопающего — это дело рук самих утопающих. То есть нет человека, нет врача, который ведет тебя от начала и до конца. Каждый отвечает только за свою часть тела. Вот отвечает за крестец, и его совершенно не волнует, там, как работает желудочно-кишечный тракт, и что человек получает, и как это у него переваривается. То есть это в общем и целом не волнует вообще никого, кроме близких. Соответственно, близкие должны это делать. Я буду очень рада вашим вопросам, вашим комментариям. Во-первых, потому что это поможет мне продвигать канал, а я не стесняюсь сказать, что я хочу продвигать канал, но потому что цель у этого канала не коммерческая, цель – это помощь ближним. И для того, чтобы эта помощь была эффективной, мне важно, чтобы чтобы люди видели этот канал. Я вкладываю очень много времени сейчас, с другим каналом, в оптимизацию канала, там по поисковым запросам и так далее. Я погрузилась в эту тему, хотя я по возрасту близко к пенсии, но мне приходится вот разбираться. Я никогда не разбиралась в Ютубе, и что такое оптимизация по ключевым словам, слышала только понаслышке от специалистов по рекламе, а тут выяснилось, что мне пришлось вот это делать самой. Это на самом деле очень интересно, но очень сложно. И я трачу на это какое-то безумное количество времени. То есть, на самом деле, наговорить видео и его залить в компьютер — это вообще фигня, это 5% времени. Остальные 95% уходят на подготовку всего остального. Обложки, тегов, хэштегов, описания, оптимизации и так далее и тому подобное. И, в общем, это такая бесконечная история. Именно поэтому я вас очень прошу оставлять комментарии, давать какую-то реакцию, задавать вопросы, потому что всегда очень приятно чувствовать, что тебя кто-то слышит, и что ты затрагиваешь вопросы, которые кому-то интересны. Вот. Дальше, пожалуй, я буду уже разговаривать конкретно о разных темах. Расскажу, как у Вани началась болезнь, и это будет в следующем видео. И как мне кажется, что нужно делать родителям для того, чтобы не пропустить никакой страшный диагноз и не опоздать с этим диагнозом, с лечением этой болезни. Это будет в следующем видео. А сейчас я хотела бы закончить. Я очень рада, что мы с вами познакомились, и я очень надеюсь, что мой канал вам поможет. Мои дорогие, до свидания. Если у вас кто-то болен, я от всей души желаю, чтобы
он поправился, он или она поправились как можно скорее, и чтобы с как можно меньшими потерями вы из этого вышли. Что возможно сделать с моей стороны, я буду делать. Если вы будете просить меня за кого-то помолиться, я с удовольствием помолюсь, потому что я верующий человек, и вы можете совершенно спокойно писать мне имена своих болящих, потому что я все равно молюсь за болящих, буду с радостью молиться и за них тоже. Кто неверующий человек, то я просто буду вас вспоминать. Я думаю, что любое приятное воспоминание о человеке, оно ему помогает, а не вредит. Так что, дорогие мои, спасибо за внимание. До свидания.